Всем привет! Сегодня с вами снова наше веселое семейство, и мы вышли на прогулку, потому что погода очень хорошая. И сегодня последний день каникул перед Владькиной школой. Наконец-то с понедельника, с завтрашнего дня, дети первых, вторых и третьих классов возвращаются в школу. Солнце так сильно светит в глаза, что было бы неплохо, наверное, даже солнцезащитные очки взять. Тем более от снега отбивает свет и прям режет глаза. Сейчас буду плакать. Мы идем в сторону Тумского острова и решили абсолютно весь наш путь проложить, как это сказать, так, чтобы мы шли пешком, на пешо. И идти нам, каких-то минут 15-20 придется. На улице практически нет людей. Сегодня воскресенье, неделя не хандловая, поэтому никто никуда не выходит, ни за какими покупками. Магазины все закрыты, торговые центры закрыты. Можно провести время с друзьями, со своей семьей. И это замечательно. Я считаю, что воскресенье вообще во всем мире должны быть выходными днями, потому что время для того, чтобы проводить его в свое удовольствие, тоже должно быть у каждого человека. Кстати, я зимой прям очень сильно люблю остров Тумский и люблю смотреть на него с другой стороны реки, там, где набережная, ближе к центру которая. Он выглядит на фоне речки просто как сказочный какой-то островок. Я думаю, что мы сегодня переберемся и за мост, и поснимаем тоже эту красоту с того ракурса, с которого я люблю. Идентификация Борна, Макса Борна. Несмотря на очень морозный воздух и довольно-таки низкую температуру, сейчас около 6 градусов мороза, очень много бегунов во Вроцлаве. Ну просто жесть, и они все такие разгоряченные, в одних шортах бегают. Я бы так не смогла. У меня существует 1000 причин, по которым я не могу идти на пробежку. Кроссовки не подходят, музыки подходящей в плейлисте нет. Ну а мороз на улице, так это прям вообще на первом месте. Сегодня в кадре будет очень много меня, потому что роль оператора взял на себя Владик. Как обычно. Решили зайти на мост, на котором мы ни разу еще не были. А здесь, оказывается, вот такая вот стена без дома. Вот это папа, когда сидит за компьютером. Мы уже так давно не выходили всем семейством гулять в центр. С этим карантином засели все дома и потеряли вообще какой-либо интерес к прогулкам. Так вот, я думаю, что это очень даже зря. Нужно выходить гулять, несмотря на карантин. Нужно как-то себя пытаться подбадривать, потому что в 4 стенах дома сойти с ума гораздо быстрее и качественнее. Поэтому лучше выходить на свежий воздух. Правда, семья? Правда. Правда! Как хорошо, что семья поддерживает меня.
Прогуливаемся мы сейчас по такому небольшому островку, называется он Выспа Слодова. И это та часть, в которой находятся детские площадки, там тренажерные площадки, а вот с другой стороны там как бы она таким немножечко Г-образным образом построена. И вот с той стороны в летнее, особенно время года, собирается очень много студентов, молодежи, готовят там грили. И это как бы такое место, где разрешено распивать спиртные напитки. Не спрашивайте, откуда я знаю, я не пью, но просто хочу сказать о том, что такое место во Вроцлаве есть. В обычных парках это запрещено законом делать, а вот здесь, на Выспе Слодовой, это можно делать. Некоторым людям жарко. Некоторые бегают в шортах, некоторые ездят на велосипеде в футболках. Но это все не для меня. Я одета прям на макс. Несмотря на то, что находимся в центре города и машины по-прежнему ездят, и вот они совсем недалеко ездят, как бы мы не ушли в какой-то парк глухой, подальше от дорог, все равно воздух очень чистый, потому что морозный. И так приятно. Действительно пахнет детством, если честно, потому что для меня такая зима со снегом, такая с морозом крепким ассоциируется всегда с детством. Очень тяжело разговаривать, потому что замерзает подбородок. А вот сейчас Владик снимает здание очень известной компании, которая даже не нуждается в рекламе. Номер тоже утепляют. Ну так себе утепление. Нужно было какой-нибудь шарфик ему на шею связать. Смена оператора. У Владика замерзли руки. Не только нос, но и руки. А когда-то мы даже поднимались на самый верх и с балкончика смотрели на Вроцлав. И если вам интересно, то проходите по ссылочке, смотрите это видео.
Гуляем уже около часа, и, как ни странно, я в нашей семье самый знатный мерзляк, но сегодня всю дорогу мерзнет Влад. Саша, у меня руки замерзли, у меня вот такие перчатки. Потому что кто-то не может найти мою вторую перчатку. Зато я очень симпатичная. Очень продвинутый костел, я такое увидела впервые. Можно внести пожертвования на счет этого костела. И оплата принимается не только наличными, но и безналичными. Можно приложить свою карту и пожертвовать любую сумму, которую вам не жалко. И вот он, этот вид, ради которого я перешла на другую сторону. Очень люблю смотреть на остров Тумский с набережной. Владик, а ты любишь смотреть на остров Тумский? Да, тут красиво. А Владька уже замерзла и хочет домой, правда? Хочу. Тут, когда делаешь фотографии, то получается прям как такие... Как на картинке. Как настоящие. Да. Наша прогулочка подошла к концу. Все с красными носами, с синими замерзшими руками, а ребенок еще и икает, возможно, тоже от того, что замерзла. Нет, это я от того, что смеялась. А, папа тебя рассмешил? Да. Мы прощаемся с вами. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. Эй, и всем пока!